после всех этих лет я наконец-то попал в эту страну. Так долго я о ней мечтал, так долго изучал этот язык. Вот я, встречай меня. Я, а значит и вы, сейчас находимся в Колумбии, в Боготе, и хотел рассказать вам несколько вещей сегодня. Во-первых, за мной видите самое высокое здание во всей стране. Во-вторых, то, что вы сейчас видите, эти разрисованные стены, это протест. Да, все из-за политики, как всегда, все в этом мире из-за политики. Людям не нравится то, что происходит сейчас, то, как власти хотели поднять налоги, чем они хотели спасти экономическую ситуацию в стране. Людям это не понравилось, и вот результат. На данный момент уже нету никаких протестов, поэтому уже спокойно, но все еще можно увидеть результаты трехмесячных протестов. Но футболочка классная, да? Лучше надеть маску, потому что мы уже получили штраф за то, что мы не носили маску. Здесь все носят маски на улице. И штраф, кстати, $300. Нам с Таней повезло, поскольку мы иностранцы, нам штраф не дали, а штраф нашего друга мы разделили на 3. Поэтому можно жить, но маску лучше всего надеть. Сейчас попасть в Колумбию несложно. Нам даже не пришлось делать тест. Его власти отменили в надежде спасти экономику и восстановить прежний уровень туризма. И сейчас нет никакого комендантского часа или каких-то других ограничений. Всего лишь нужно носить маску везде, всегда, иначе вы уже знаете что. Сейчас на улицах достаточно много людей, потому что наконец-то закончились протесты, наконец-то отменили комендантский час и можно отдохнуть. И да, вам не кажется, я в курточке, и сейчас июль, конец июля. Дело в том, что Богота находится на высоте 2600 метров над уровнем моря. Видите этот холм? Это еще 500 метров. Именно из-за этого Боготу называют колумбийским холодильником, что гарантирует вам прохладную погоду круглый год. Да, сезонов здесь нет, здесь все время одна погода. Может быть просто сезон дождей и сухой сезон. Сейчас сухой сезон. Хотя дождь идет каждый день. И погода меняется очень часто. Подожди, а ну покажи, как ты вдеваешься. Это 4-й или 5-й раз? 5-й раз за сегодня Таня одевается, утепляется. Потому что погода постоянно меняется. Это национальный спорт в Колумбии. В Боготе. Снимать и надевать. Все, супер. Готово к дождю. Пошли. Прошло 5 минут. Таня снимает дождевик. Надолго ли в этот раз? На 5 минут. Снова идет дождь, но Таня ничего не хочет на этот раз надевать. Да? Смело. Таня устала. От постоянной смены погоды, да? Да. Да. Видите, какой дождь идет? Тане все равно. Летний дождь. Не помню, я что. Вчера наш гид нам рассказывал о том, что Богота находится на таком плато, которое можно увидеть на этой инсталляции, или как это называется. А плато высоко в горах. Это очень интересно увидеть, где же мы сейчас находимся в пространстве, что такое плато и как это вообще возможно, и как мы можем сейчас находиться высоко в горах, хотя здесь все ровно. Это очень интересное ощущение. Температура одинаковая целый год, в районе 15, 16, 20, возможно, градусов, но ночью достаточно прохладно, может быть до 5 градусов тепла. Что очень классно, тем более сейчас летом, когда в Украине плюс 35, можно здесь охладиться. Наш друг Хуан рассказал нам о том, что хотя в этом парке очень много людей днем, ночью здесь очень опасно, и одни из самых опасных преступлений, изнасилований, даже убийства происходили здесь ночью.
что очень странно, потому что днем здесь достаточно много людей, и парк классный, огромный, но ночью он превращается в самое опасное место в городе. И мы с Таней пытались понять, как это вообще возможно, что такой большой контраст. Буквально из-за того, что здесь темно и ничего не видно. Много зелени, кустов, деревьев, и можно легко спрятаться и избежать наказания. Так что аккуратно. Лучше всего знать, куда вы идете, где вы находитесь. Даже вот эта улица, она такая загруженная, очень много машин, автобусов, людей. Но буквально 2 блока в том направлении, и там уже лучше не находиться, там уже опасно. Добро пожаловать в наш дом на ближайшие 2 недели, так точно, может быть на дольше. Мы только заселились в наш Airbnb. Это комната, которую мы забронировали на 2 недели. Какая классная квартира, очень Airbnb-шная, я бы ее назвал. Здесь еще и 2-й этаж. Но на 2-м этаже чья-то комната должно быть. А здесь кухня, общая зона, много книг. Можно будет учить испанский. Это кухня, холодильник, стол, большое окно и наша комната. Ну и, конечно же, ванная комната. Здесь сколько? 1, 2, 3, 4, 5 комнат. Насколько я понимаю, все они сдаются. И пока что здесь никого нет. Мы первые люди здесь. У нас даже есть телевизор. Вау. Классно. Все, будем разбирать вещи, мыться, и, может быть, нужно что-то поделать, покушать. Так что увидимся.